Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, каких пород кошек у нас только не было в гостях. И кошки викингов, и бесхвостые японки, и коротколапые манчкины. Всех их можно найти в плейлисте кошки. Однако такой бесстыдницы, как наша сегодняшняя гостья, не было точно, ведь голыми бывают не только обезьяны. Встречайте канадских сфинксов. Нет, не египетские мумии, а кошечек с весьма интересными особенностями и одну из нескольких бесшерстных пород кошек. Первые упоминания о лысых кисках известны еще со времен Древнего Египта. Лишенные шерсти котики считались местными жителями редкими филантропами, которые пожертвовали собственную шубку представителям местного пантеона на божественную одежку. Однако древние египтяне были далеки от генетики, и поэтому превратить редких лысых котиков в отдельную породу тогда не представлялось возможным. Также в истории есть данные о возникновении в Южной Америке целой популяции грациозных созданий с глазами цвета янтаря. Правда, в отличие от канадцев, они могли в холодный сезон частично покрываться шерстью, а усы носили круглый год. Селекцией голых кисок занялись только в 20 веке, в результате чего мы имеем целых 3 разновидности этих бесстыжих красавиц: канадские, донские и петербургские. Признание международных филогенетических организаций пришло тоже не сразу. Существовали опасения, что мутация провоцирует серьезные проблемы со здоровьем. Когда время показало несостоятельность этих теорий, то на первое участие в выставках сфинксов допустили. Это было в 1986 году. А вот стандарт породы по версии авторитетной организации был утвержден относительно недавно, лишь в 2002 году. Помимо всего прочего, существует аж 4 градации шерсти: полностью голые, флок, велюр и браш. Если с первым и так все понятно, то в случае флока и велюра шерсть как бы есть, но ее как бы и нет. Она настолько короткая и тонкая, что больше похожа на пушок на персике. Коты с типом шерсти браш и вовсе волосатые, причем их шерсть походит на жесткую щетку. Каким бы котик ни был, голым или почти голым, недостаток шерсти в организме накладывает на хозяина особые обязательства по уходу за этой инопланетной зверушкой. Например, регулярные водные процедуры. Купать сфинкса нужно как минимум раз в неделю, в промежутках устраивая обтирание влажными салфетками. Ведь в отличие от своих пушистых собратьев, эти ребята потеют не отдельными частями, а всем телом. Но если запах пота вас не смущает, спешу обрадовать: этот пот еще и марки. Свой потный след сфинксы оставляют везде, где успели полежать и куда доберется их лысая попка. К тому же для самого голенького питомца долго ходить грязнулей тоже опасно. У кошки могут появиться черные точки, прыщи и прочие неприятные кожные болячки. Также периодически необходимо промывать глаза и уши, так как они лишены естественной защиты в виде ресниц и шерсти, из-за чего туда чаще попадает грязь. Кроме ушей и глаз, вам также придется протирать складки кошки, в которых может накопиться пот и забиться грязь. Отдельно стоит сказать об аллергии. Да, шерсти у сфинкса нет, зато гликопротеин, содержащийся в кошачьей слюне, никуда не исчезает. А это, на секундочку, основная причина аллергической реакции на кошку. Кроме того, сам сфинкс может быть аллергиком. Реакцию вызовет все, что угодно: корм, моющие средства, которыми вы обрабатываете квартиру, шампуни, да и в целом здоровье у сфинксов
так себе. Из-за слабого иммунитета для них может стать фатальной любая инфекция. Кстати говоря, сфинксам обязательно нужна одежда, но не только для того, чтобы защитить их от холода, а еще и от солнца. Ведь кожа кошек, как и наша, очень восприимчива к солнечному излучению. А еще сфинксы обладают отменным аппетитом. Это еще один побочный эффект отсутствия шерсти. Ведь из-за интенсивного теплообмена им требуется больше энергии, чем другим кошкам. Итак, а теперь справедливый вопрос. Зачем нужна эта болезненная, плохо пахнущая лысая обжорка? Отвечаю, она нужна для любви. Ведь сфинксы жить не могут без человека. Они искренне любят своих хозяев. К тому же эти кошки очень умные. Канадский сфинкс – любвеобильный и общительный питомец, который легко завоевывает сердца неравнодушных кошкам людей. Владельцы этих животных в один голос говорят, что ни за что на свете не променяют их на представителей других пород за большие уши, выразительные глаза и даже складочки на коже. Сфинксы получили ласковое прозвище инопланетяне. Это настоящие хвостики, которые всюду будут следовать за человеком и не упустят возможности устроиться у него на коленях. Впрочем, такая привязанность вовсе не показатель лени. Сфинксы очень озорные и игривые существа. Они с большим азартом вовлекаются в активные забавы или самостоятельно придумывают себе развлечения вроде охоты на случайно оказавшегося в квартире жука. Сфинксы абсолютно не агрессивны, поэтому без проблем ладят с детьми разного возраста и спокойно делят жилище с другими домашними питомцами. Скажу честно, по моему опыту, реакция людей на этих кошек с собачьим характером весьма противоречива. Поэтому напишите свое мнение, что вы думаете по поводу голой породы кошек. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!